АСД 2 фракция. При онкологии как пить человеку? Я советую пить человеку следующим образом. Берете шприц, не открывая бутылку с АСД, набирайте в шприц 5-миллиграммовый АСД. После чего берете стакан воды, желательно кипяченой и остывшей. Берете в эту воду и иголку опускаете в воду и делаете небольшое количество, а именно первый день 1 капля на стакан воды, второй день 2 капли на стакан воды, так до 20 капель, и после чего в обратную сторону. По окончании это произойдет за 41 день. Необходимо сделать однонедельный перерыв и вновь продолжить употреблять вот такое АСД. При этом нужно полностью убрать потребление глюкозы, полностью постараться убрать употребление калий содержащих продуктов, в которые входит и мед в том числе. Дело в том, что калий содержащие продукты — это абрикосы, это помидоры, это глюкоза, это, ну не глюкоза, извините, оговорился, это мед пчелиный. Они стимулируют к появлению опухолей в организме. Именно поэтому, но зато помогают почкам выводить токсины. Тем не менее, хотел бы сказать, что отношение мое во время заболевания онкологии, я считаю, что в это время нужно максимально ограничить человека от употребления калий составляющих препаратов или продуктов питания. Андрей Андреевич, что вы посоветуете для очищения головы, мозга, ушей и так далее? Очищение от чего? Ну хорошо. Первое. Очищение можно проводить соленой водой. Можно взять соленую воду, РАПО, еще лучше физраствор, и проводить очищение и ушей, и носа, глотки соленой водой. Это уберет стафилококк, который очень часто находится как раз у нас в том месте, где находятся у нас эти органы. И именно он в хронической форме в дальнейшем и приводит к тому, что мы начинаем глохнуть, слепнуть и перестаем ощущать запахи. Второе, есть препарат, называется ангинорм и лангин. Я очень рекомендую использовать препарат ангинорм по 1 таблетке 3 раза в день. Он улучшит состояние носоглотки и горла, уберет стафилококк. И лангин — это пробиотик, он восстановит слизистую оболочку и носоглотки, и горла. Очень рекомендую при гайморите, при хроническом танзелите, при хронических заболеваниях горла и так далее. Также для ушей я советую народный способ: ставить на ночь маленький кусочек натурального сливочного масла, можно в нос ставить, а можно и в ухо, закрывая тампоном. В один день в одно ухо, в другой день в другое. При этом очень хорошо использовать препарат, который называется у нас Отофит, по 2 таблетки 3 раза в день. Он справится с шумом в ушах, а также поможет человеку улучшить состояние и глаз, и носоглотки, и ушей. Для глаз препарат, сейчас я посмотрю, как у нас капли эти называются, Женя, для глаз, не помнишь? Для глаз капли. Сейчас я посмотрю. Нет, для глаз. Фитокулис. Фитокулис — это препарат. Для глаз можно использовать катарфита и фитокулис. Это препараты для глаз. Ну ладно, потом найду.